Всем привет! Вы на канале Кубики. Мы на нашем канале рассказываем, как купили старый дом, устраиваем его под современный. Все переделаем, все реставрируем. Вот сегодня мы приехали, очередное видео. Мы с Женькой приболели, одели маски, перчатки. Чего мы так сделали? Потому что у нас уже идет полнейший монтаж нашего камина. И мы вам сейчас покажем, что там творится. Нам вчера каминчик показал на фото. Но мы посмотрели, посмотрим сейчас вживую. Жорик еще крутится. Жорик, передавай. Привет всем. Жорик. Его, короче, не кормили. Я сюда не приезжаю, потому что там ходил на подработку. Побежал, блин. А вот Женька. Она тоже в маске. И в перчатках. Да. Мы одели, чтобы, мало ли чего, не заразить нашего каминчика. Вот, смотрите. Камин, значит, сделали сначала подиум под каминчик, видите, так, одну сторону и вторую сторону. Все он поставил красивенько, здесь под уровень. Это, а что это такое? Это я протерла. Думаю, что жирное. Это вот трубы он докупал, видите, такие трубы специальные. Раз, два, три, четыре. Все, он подсоединил. Сегодня даже мы можем будем запускать наш каминчик, он говорил. Все, положил туда этих. Вы же видели его без этих камушков. Женя, как они называются? Шамотный кирпич. Шамотный кирпич какой-то. Блин, так вот на фотографии, он нам вчера фотографию прислал вечером. На фотографии он так не смотрится. Кажется, такой маленький. А как приезжаешь, такой громадина. Так что вам на камеру, наверное, на экран тоже будет так передаваться. Не очень он большой. Но тут Женя, стань рядом, чтобы они поняли какой. Женя может залезть туда вовнутрь даже. Нет. Ты залезешь 100%. Давай. Вот я тебя, если надоешь, я тебя там зажарю. Все, то есть сегодня, он сказал, подключим, приедет, сейчас попозже приедет. Чего мы приехали? Потому что мы с Женей сидим дома, приболели. Чтобы мы посоветуемся с ним, как дальше, что там делать. Нет, уже определились. Да, определимся. С дизайном, как под отделочку. Этот каркас делать. Женя где будет. Тут полочка будет, где тут как дальше пойдет. Иди корми кота. Ладно, а то я ему купил давным-давно, знаете что, палку Ливермана. Смотрите. И все, не было возможности не приехать. Сейчас я ему отдам всю, и он всю съест. Все. Такой туман, покажи, да. Какой. Ну, смотрите, какой у нас туман. Голубика уже вся красненькая. Сырая погода. Я иду за ножом. Я думал, ты уже порезал. Я сейчас... Да, Жорик? Скажи, приехали, не могут меня покормить. Сейчас надо ему пакет. О, здорово. Да я уже показывала. Все, смотри, вся листва упала. Да. Ничего, вон там дерево, смотри, еще с листиками. Орехи все облетели. А там рыбаки есть? Есть. Жорик ждет покушать. Да, смотрите, чтобы этот камин чуть-чуть дальше влез. Мы гадали там сюда чуть 5 сантиметров или туда. Туда он не влазил, потому что вот этот вот, что я гнал дымоход, мешал. Видите, он выбивал, чтобы дымоход туда чуть-чуть стал. Но как мы здесь с Женькой посмотрели, здесь он как бы по идее должен и так был влазить. Не, он не чуть-чуть как раз не давало ему. Чуть-чуть уголок. Да, он из с этих труб. Не надо сдирать пока ничего. Мы же будем сегодня распалывать. Не надо, скажет, тогда уберешь. То есть без него мы ничего сделать не можем? Нельзя. Наклейку стереть? Это может гарантия. Да, гарантия на бумаге, а не здесь. Там написано, я вот рисунок. Я хочу стереть. Стрелочка вот нарисована там. Внизу. С этой стороны. Может, это просто стрелочка. Будь ласка, снимать всю наклейку перед распаливанием топки. Понял? Украинский. Я неправильно, наверное, прочитала. Украинский камин. Будь ласка. Что там?
Зніміть цю наклейку перед распаливанием топки. Сейчас Надо... так Так может принести этот. Смотрю, как мама почти. Надо принести, значит, дрова. сен. Пойду найду какие нормальные дрова. Слушай, еле-еле снимается. В ранных перчатках. Самое интересное снимать наклейки. Просто мы приехали чего? Я вам обещал показать. Первый распал камина. Это мы будем делать вместе с нашими подписчиками. Как новыми, так и Наклеили, так наклеили. коренными. Вот так, блин. Женька сдирает. Я люблю сдирать Женя, пленочки. да, Женя с окон сдирала эту всю пленочку. И здесь все наклейки сдирает. Не полстекло так шевелится. Ты возьми одинаково, ты видишь, что ты разное это делаешь, тяжело так. А что оно так шевелится, слышишь? Это ты не меня спрашиваешь. О, надо мыть. Надо это вымывать. Потому что поприлипает, будет гореть. Растворителя принести? Где? Вот. Вот. Наш каминчик опаздывает. Сказал нам, пробовать уже можно распаливать. Пока приедет. Я попробую бумажку одну подпалить. Это маленькая бумажка. Я посмотрю. А как тяга? Сюда, туда открывается. А, вот именно. Ничего не знаем. Как ты будешь распаливать? Ну сейчас мы увидим. Дай посмотрю, как тяга. Я все-таки не рисковала. О, блин, клеё. Так, пойду за дровишками. А какие дрова? Насчет дрова, что он сказал? Я говорю, смоленистый можешь не брать. Ну, бери уже, какие есть. Ну, возьми, которые не смоленистые. Что, у нас вообще Нет, там я ничего пойду. нету? Так, так. Ты пока можешь... Мне его хочется немножко градус изменить, чтобы он не в кухню был экраном, а чуть-чуть больше на диван. Вот тут пространство есть, эту ножку по максималке сюда подвинуть, а эту тоже сюда. Немножко радиус, не знаю, как эти трубы позволят или уже все. Мне кажется, что можно. Мы с подиума, значит, этого. Все равно все будут находиться в кухне и на барной стойке. На диване. Кто-то на диване сидит. Вот, когда с дивана сидишь, чтобы он немножко был, ну, уже по возможности был в эту сторону. Потому что с этой стороны мы будем на Новый год ставить елку, какие-нибудь украшения. Там же будет уже заблаговременно лежать. Возьму такие сухие досочки. Жорик, ты тоже ждешь тепла? Ой, видите, у Жорика уже лапка зажила. Он уже ступает, бегает. Инструкция по распаливанию нашего мангала. Все, уже буду путать с мангалом. Как обычно, Максим путает слова. Было как-то непривычно. Как раз досочки пилил, как знал, как знал. Первый огонек. О, сейчас видно, что пошел наверх. Класс. Вот, во, закрыл. А закрой. Не, во, я закрыл. Идет. Идет? Да. Короче, уже жара. Женька закидывает дровишки еще. Чтобы было Майами. Майами не надо пока? Ну, короче, смотрите.
Мы закинули, вы видели, первоначально сколько мы закинули. Видишь, искры полетели. То есть уже здесь как бы, ну, где Женя сидит, тут вообще тепло. Тут вообще тепло. Женя все, о, я чувствую, как в руке тепло. Представляете, вот здесь вот. А потом он отделка будет. Там будет какая-то камера такая, в которой тепло собирается и будет распределять в эти спальни тепло. Ну, я думаю, если вот такой сколько мы прокочегарили его, ну, минут, наверное, 15 горит, да? Не, ну целый дом, конечно, надо побольше. Уже тепло. Не, ну, такой по чуть-чуть подкидывай. И все. О, уже начал воздуховод, смотрите, работать. Нормально, ну, видимо, он прокочегарился. Воздуховод и забор воздуха с улицы. Смотрите, вот сейчас оно горит. Женя сейчас закроет. Закрывай, Женя. Вот, закрывает заслоночку. Не, ну полностью не надо. Не, закрой, покажем типа результат. Хоп, закрыла. Смотрите, видите? Вот, костер типа. Медленнее становится. Все, уже он потихонечку тлеет. Ну, я полностью не буду. Давай, сейчас полностью, чтобы увидеть результат какой. Тут нету. Ну, сейчас потухнет. Ну так давай, сейчас на все открой. Это сейчас закрыто. Закрыто сейчас. Открывай. Вот, смотрите, сразу как циркуляция там дыма пошла. О, видите? А то я уже переживал, где воздух, где воздух. Видимо, надо было немножечко прокочегариться. Вот, видите? То есть все работает по технологии, как мы с Женькой и планировали. Так что кому надо подвести, что воздуховоды или что-нибудь сделать, дымоход, пожалуйста, звоните, приедем, сделаем. Вот так. Ну, правда, у тебя кирпичики, что оранжевые были, как они? Шамотный кирпич. Черный становится, но мне кажется, он становится красивее, когда под дизайн такого камина, такого черненького. Да, не будет сильно выделяться. Что, смотрите, этот кирпич этот темнеет, а стекло не темнеет. То есть стекло какое-то специальное такое. Не, ну... Ну, он будет, он сказал, конечно, да, раз в 2 недели надо будет его мыть. Ну, я думаю, там сложного ничего нету. Все, едем домой. Чужого человека не показывали. Ну, потому что, как я вам раньше говорил, ну, им не по себе, они некомфортно себя чувствуют. Все нюансы обговорили. Да, все, где, куда, где будут воздуховоды, как каминчик повернуть, какая отделочка будет. Как вы видели, мы были в масках, чтобы его сейчас мы сняли, потому что мы одна сатана, Женя, нас ничего не взять. Так, и это. Так что смотрите, будет такими эпизодами. Допустим, сейчас такое состояние камина. Потом, если где-то будет еще дальше, будем рассматривать что-то, приедем, покажем. Сегодня он каркас уже сделает каркас, и потом будет уже делать второй. Такой этапами будем вам показывать. А сейчас мы мчим домой. Короче, жара, не знаю, вот, говорил, 20 минут там жарище. Вообще, надо открывать окна. Он сказал, что лучше топить лиственницей, без коры лучше, и тогда не придется ничего чистить, никакой дымоход. Но Да? мы разговаривали, смысл в том, что есть в любом камине, в дымоходе делают по возможности, дымоход идет со стороны улицы, делает отверстие, и в этой трубе самой, где дымоход, это нержавейки труба. Отвод делают на прочистку. Да, отверстие, ты почистил от этой золы, что там все падает. И все, и будет огонек. У нас такой возможности нету, потому что у нас дымоход стоит посередине дома. И в углу. Это наше сердце, это камин, это наше сердце дома. И он сказал, если будете топить лиственница и береза без коры, таких проблем вообще не будет. Вы, говорит, за всю жизнь ни разу не будет необходимости его чистить. Так что надо заказывать дрова. Мотайте на усики. Готовь дрова. А чем дальше в лес, тем больше дров. Едем домой назад, на изоляцию. Изоляцию. Тише, никому не... Смотри, 2 сокола на этих стоят. Где? А вот сокол. Они. Сокола. Соколова ронда. Сейчас заедем в аптечку, купим аспирина. В магазин зайдем. Максим на больничном. Купим певца там. Нет, Шашлыков, нет. винца. Ой, Фрукты, овощи, молоко, это что-то хлеб. И засядем дома. Будем смотреть сериальчики. Я не знаю, господа и дамы, конечно. И ребята. И ребята, молодые, и пожилые, не знаю, кто там.
Я не представляю, кто сидит дома, всегда сидит дома. Я вот второй день без работы. Почки болят от того, что лежишь. Спина болит, суставы крутит. А кто тебе дома мешает? Я тебе сегодня дам тебе Надо задание, работать. будешь уборочку Нет, делать. Надо физически так работать. А то я не представляю. Я теперь представляю девчонок, которые сидят в О, декрете. солнышко вышло. Не в том смысле, что за ребенком ухаживать, а в том, что им хотят там посидеть в декрете, да? То жопу потереть, то горшок вынести, то приготовить, то... О-ля-ля. Быстрее бы зима пришла. Ой, прошла. Сейчас сделают камин, наведем дома порядок, уберем всю пыль, Знаете прикол? сделаем дверь в туалет. Женя такая: ой, Максим, посиди дома, ну что вот это вот, изоляция, хоть отдохнешь, что ты все время работаешь. Я говорю, так сейчас зима будет, это вот, не будем работать. Она такая: как не будем работать, сейчас камин сделать будешь, комнаты две отделать. Я говорю, то говорит, отдохни, а то уже давай Отдохни быстрее перед делай. работой. Ага. Вот что мужики сразу и раньше ласты склеивают. Потому что вы нас Уже гоняете, листики девчонки. опали с деревьев. Девчонки, ты тему не меняй. Надо жалеть своих мужиков. Уже на полях собрали свеклу, мы хотим вам показать. А, точно, чуть не забыли. Сейчас мы остановимся, где целая скирда бураков. Они потом его закрывают. Там сеном или соломой, этого я точно Прям не на знаю. поле? Да, пишите, кто знает. И потом они будут расковыривать и зимой брать с этого. Расковыривать прям. Ковырять будут, раскрывать. Есть разные. Вот когда мы едем домой из деревни, мне кажется, дорога пролетает за 5 минут. А в деревню долго. А в деревню, да. Потому что ты едешь в деревне с эмоциями, с прекрасными, фантастическими эмоциями. С эмоциями уставшего от работы. Вот и так сегодня делала. Вон бураки уже валяются. Вот. Во-во-во. Сейчас там будет заездик, мы заедем. Вон, видите, уже там все как бураков. Тут они какие-то разные, нет? По цвету. Какие-то светлые. Это сахарные бураки. А, с них сахар делают. А вот бураки. Подъезжаем в растут. самый центр. А, да, еще вот Пошли все посмотрим, убрали. как растут. Сейчас мы вам все покажем. Покажем и расскажем. Я буду показывать, а Максим рассказывать, потому что я в этом не знаю. Для меня это тоже открытие. Вот, ботва лежит. Вот там комбайн. Это, представляете, у людей как бы облегчают работу людям и забирают работу людей. Раньше мы вот это вот давали такие сотки, смотрите. Мы приходили, это сами вырывали бураки. А, такие Кидали здоровые. в кучи. Покажи рукой, какой он большой. Ну вот, мы же потом придем. Вот. О, Брали, вырывали. ничего себе. Смотрите, кидали в кучи. Потом мужики срезали вот эту Ботву. ботву. Да. И потом уже кидали на эти грузовики, кто там приезжали. Завозили в колхоз на весы большой трактор. И сколько ты сдал, столько тебе сахара потом давали. А сейчас комбайн идет. Смотрите, как он красиво идет. Все забирает. Красиво, смотри, сколько остатков. Порубленных вон сколько. Не, ну так выгодно. Ну так это кусочки. Он забирает, смотрите. И сразу чистит ботву. А вот. Вот, видите, я стою. И уже вот такое перемалываю. То кучка такая. Видите? Видим, видим. Вы, может, не видите, а мы видим. О, какая грязь, все грязно. будет. Сейчас будет все Что мы не грязно. А я сделаем? смотрите, в каких ботинках. Что мы не О. сделаем ради вас, дорогих, любимых, Всё прекрасных ради подписчиков? Все вас. же видели его, видите? Целая. Это сахарный. Гора. Если его укусить, ну, он будет такой сладкий. Попробуй. А можно с него что-то дома сделать? Ну, не знаю, посмотри в интернете. Ну вот, видите, это такие. Интересно. Если есть, допустим, какие-нибудь лошади, там, свиньи или что, можно набирать. И все. Укуси. Внутри нас. Ну, укуси. Чё, боишься? Не сладкий. Мы с Максимом приехали еще в тайное одно место. Смотрите. Иди сюда, Максим. Сколько я зарезал
только перерезано. Видали, сейчас как раз, дорогие подписчики, Женя мне подарила, смотрите, он еще... Тебя не слышно там. Слышно? Это ножик мне Женя подарила на День рождения. день рождения. Мы его еще не спрятывали. Смотрите, какой он остренький. Хоп. Видали? А это Мы вам приехали за облепихой. Тут раньше были какие-то дачи. Женщина в сторону. И мне Максим сейчас будет... Ну, конечно, это немножко варварство. Нет, так это заброшенные, что варварство? Но деревья Ты обрезать. знаешь, что он разрастается как... Не знаешь, что. Ну давай, мы сейчас посрезаем ветки, потому что здесь собирать это очень долго. Я думала, ты целую ветку эту мне сделаешь. А зачем? Мне надо много облепихи, чтобы Ой. хватило на всю зиму, чтобы я пила чай с облепихой. Короче, У меня прям слюни бегут, я очень люблю кислую Женя облепиху. попробовала, а я как взял. Как, смотри, как кукуруза. Вот ты можешь так. Ты сразу вот эти вот лишние обрезай. Вот, не, за что нести. Смотрите, сколько облепихи. Смотрите, какой я, Еще у меня урожай. какую ветвь я вырвал красивую. Вот смотря на эту Весь ветвь, в листиках. мне сразу хочется запеть такую песню, как плыл по городу запах сирени. Да чего ж ты была красива, я твои целовал колени и судьбе говорил спасибо. Спасибо, не надо аплодисментов, да не надо там уже, спасибо большое. Все, мы гоним, сейчас Женя будет его отлупать. Ты мне будешь помогать. Не буду ничего помогать, я ему не Будешь. ем. Нет. Дамы и господа, вот мы уже в городе, Женя облепиху уже 2 часа. 2 часа, короче, наляскает. Ты 2 часа, Женя, эту облепиху. Смотрите, как она делает. У меня тут уже Каждый есть- этот ножницами. Знаешь, как Потому ее что делают? Я в интернете много способов смотрела. И берут такую... Проволокой. Да, да. Но тогда мне кажется, она подавится и будет много мусора. Вот так я беру. Вот, я руками Возьми быстро мне. делаю. Ты А тоже ну. давишь ее. Ну так ты ее будешь миксировать. Возьми мне разрежь наполовину. У меня нету пилы. Ножницами. Нет, ножницы нет. Надо в деревню ехать, взять топором здесь разрубать Они и такими соцветиями приедем растут, назад. как типа как вишенки по 2, только тут вот, видишь, как по 5, например, растет. Это облепиха. Куропаточку я луплю. Это мы ходили там за облепихой, видите, я вам потом покажу. Я словил там дикую утку. Сражение было очень кровавым. Да, сражение было очень много крови, было очень много потерь, но выжил сильнейший, как вы видите. А слабейший сейчас в духовке. Да, малышка, так что не нарывайся на меня, пожалуйста. Угу. Сейчас все веганы сплохнули. Веганы, такова... Есть среди наших подписчиков веганы? Есть среди наших подписчиков веганы? Отзовитесь, пожалуйста, тогда я больше такого говорить не буду. Но вы понимаете, что выживает сильнейший в нашем мире. Слабейших, увы. Может кто-то знает хороший способ, чтобы аккуратненько... Женя, ну аккуратней твоего способа я просто уже он не... очень долгий такой Ну, способ. это нудный. Но я просто очень люблю чай с облепихой. А я не нет. могу себе отказать в таком. Видите, а я нет, я ее и не лупаю. Это же не только вкусно, это же еще полезно. Ну не факт. Облепиха, витамин С. What? Это мы Максим, купили, смотрите, мало любим. виноградик купили, потому что мы лечимся с Женей. Я купил помело, как там кто называет, я не знаю. Бананы, хурму, помидоры. Видите, а детишки гуляют еще. Еще пока. Вот так, смотрите, Женя, вот так. Это я не, у меня бы уже, не знаю, сил, выносливости не хватило, Терпения. я бы терпения, я бы швырнул бы в форточку уже и все. У меня немножко есть. Ну, я терплю, потому что я люблю облепиху. Ты так терпишь, как я тебя терплю, малыш. Угу. Там шкварчит еще. А Женя еще захотела сделать этот, как его, шубу. Говорит,
муж не покупает шубу, то хоть я сделаю шубу. Да, знаете, что вот белорусам, знаете, что очень классно, мужикам особенно. У нас в Беларуси зимы таковой нету сильной, и нам шубы Ага. жены Сейчас не накапаешь. требуют. Смотрите, у нас даже здесь Жорик есть. Жорик, вот, Жорик, еще был Жорик, и вот лепили. Ну и что ты потом с этой облепихой будешь делать? Я ее помою. Тут мусор есть, листики там. Тут уже была и улитка. Мне и кажется, жучок. вот это скворчит громче, чем ты говоришь. Может, Помою. погромче. О, Блендер запущу. о, Перемолю, разложу О. маленькими такими порциями и О. заморожу. а кто тебе блендер купил? Муж Муж. объелся игрушек. Видишь? А была бы шуба, что ты делала бы? Шубой давила бы, перекручивала? Нет. Я, Блендером. кстати, никогда не хотела шубу. Никогда не хотела. Ты хотела настоящей любви, и ты ее получила. Так что спасибо, что были с нами этот денек. Мы сейчас, я надеюсь, это доделаю, пойдем посмотрим какой-нибудь с Максимом или фильм, или сериальчик, он пойдет, сейчас найдет. После того, как вынесет мусор. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такие. Подписываться вот так. А не, надо сейчас уже Ну, печатать, да? Раньше было «пиши мне», а сейчас «пиши Пишите мне». комментарии и ждите, конечно, нашего камина, как будет уже красиво. Я не знаю, кто там, у нас там отделка будет небольшая с плитки, кто это будет делать? Я, конечно же. Ага. Чё не я? Будем, наверное, опять Сашу просить. Куди Сашу, на это будет мастер Все, всем Макс. пока! Всем пока, до новых встреч!